Послушайте, если вы сейчас честны с собой, хотя бы на секунду, вы уже устали быть сильным человеком для всех, кроме себя. Вы умеете держаться, вы умеете терпеть. Вы умеете идти дальше, даже когда внутри все кричит «остановится». Но вот вопрос, от которого не получится отвернуться, кто остается рядом с вами, когда вы остаетесь наедине с собой. Потому что если в этот момент вы не на своей стороне, тогда вся ваша сила – это просто красивая форма одиночества. Послушайте меня внимательно. Вы делаете одну и ту же ошибку снова и называете это работой над собой. Вы говорите себе, что хотите исцелиться, что хотите двигаться дальше, что хотите отпустить. Но на самом деле вы просто тихо отказываетесь от себя. И самое опасное, вы этого даже не замечаете. Вы сидите вечером, прокручиваете в голове разговоры, ситуации, людей, и в какой-то момент говорите себе «хватит, надо отпустить», и звучит это правильно, зрело, почти красиво. Но внутри в этот момент происходит совсем другое. Вы не отпускаете боль, вы отрезаете от себя часть, которая эту боль чувствует. Вы как будто говорите себе «замолчи, ты мешаешь мне жить». И вот с этого момента начинается самое интересное, потому что внешне вы действительно начинаете двигаться дальше. Вы улыбаетесь, вы общаетесь, вы даже можете казаться сильнее. Но внутри там становится пусто, неспокойно, нелегко, пусто, и вы не понимаете почему. Почему вроде бы все сделали правильно, а легче не стало. Почему вроде бы отпустили, а внутри какая-то тяжесть, которую невозможно объяснить. Потому что вы предали себя тихо, аккуратно, очень культурно. Вы не позволили себе прожить то, что с вами произошло. Вы не остановились и не сказали. Мне было больно, вы не признали, со мной так нельзя было. Вы сразу перешли к следующему шагу. К удобному шагу. К шагу, который делает вас удобным для всех, кроме себя. И теперь вы живете с этим внутренним ощущением, что что-то не так. И знаете, что самое тяжелое. Вы начинаете думать, что проблема в вас, что вы недостаточно сильный, недостаточно зрелый, недостаточно проработанный. Но дело не в этом. Дело в том, что вы снова сделали выбор не в свою пользу. Вы решили, что ваши чувства – это помеха, что ваша боль – это слабость, что ваши переживания – это что-то, от чего нужно избавиться как можно быстрее. И в этот момент вы перестаете быть живым человеком. Вы становитесь функцией, удобной, контролируемой, предсказуемой, но не живой. А потом вы приходите ко мне и говорите: «Я ничего не чувствую». Конечно, потому что вы сами себя этому научили. Каждый раз, когда вам было плохо, вы не были на своей стороне, вы не защищали себя, вы не поддерживали себя, вы говорили себе: «Соберись, не ной, иди дальше». И вы шли, только без себя. И теперь вы ищете, где эта энергия, где это желание жить, где это ощущение радости. А его нет, потому что оно появляется только там, где есть вы, настоящий вы. Со своими реакциями, со своей болью, со своими границами. И вот здесь начинается настоящая работа. Не там, где вы отпускаете, а там, где вы впервые в жизни останавливаетесь и говорите: «Нет, я не буду себя игнорировать, даже если это неудобно, даже если это кому-то не нравится, даже если это разрушает привычную картину вашей жизни». Потому что в этот момент вы впервые становитесь на свою сторону. И это очень непривычное ощущение, почти пугающее, потому что вы к этому не привыкли. Вы привыкли быть хорошим, понимающим, терпеливым. Вы привыкли объяснять чужое поведение, вместо того, чтобы почувствовать свое. Но в какой-то момент нужно остановиться и честно сказать себе: «Я устал жить без себя». И вот тогда начинается настоящее изменение. Не резкое, не громкое, но очень глубокое, потому что в этот момент вы перестаете убегать от себя. И начинаете, наконец, быть с собой, не идеальным, не сильным, а живым. Вы так спешите отпустить, как будто от этого зависит ваше спасение. Как будто если вы быстрее забудете, быстрее вычеркнете, быстрее закроете эту страницу, вы станете легче, свободнее, сильнее. И вы правда в это верите. Вы повторяете это себе снова и снова. Надо отпустить, надо забыть, надо идти дальше. И звучит это правильно. Но внутри что-то сжимается, потому что вы чувствуете, это не совсем правда. Вы не отпускаете, вы убегаете от себя, от своей истории, от того, что с вами на самом деле произошло. Вы пытаетесь стереть это так, как будто этого никогда не было. Как будто если вы не будете вспоминать,
Значит, этого не существовало, но это было. Это было с вами, и это важно. Понимаете, проблема не в том, что вы хотите двигаться дальше. Проблема в том, что вы хотите сделать это, уничтожив часть себя. Вы как будто говорите, эта версия меня мне не нужна. Та, которая чувствовала, та, которая верила, та, которая терпела, та, которая надеялась. Вы отказываетесь от нее, и в тот момент вы теряете не боль, вы теряете ценность своего опыта, вы теряете понимание себя, вы теряете уважение к себе. И потом вы удивляетесь, почему снова попадаете в похожие ситуации, почему снова чувствуете ту же боль, почему снова оказываются рядом люди, которые делают вам почти то же самое. Потому что вы ничего не поняли. Вы не дали себе времени увидеть, что именно с вами произошло. Вы не задали себе простой вопрос. А где в этом всем был я? Вы сразу перешли к забыть. Но забывание – это не выход. Это пауза перед повторением. Потому что если вы не осознали, вы повторите. Это закон. Очень простой и очень жесткий. Вы можете сменить город, людей, работу, обстоятельства. Но если внутри ничего не изменилось, вы снова окажетесь там же, только в другой декорации, и каждый раз будет казаться, что это случайность, что вам просто не повезло. Но дело не в везении. Дело в том, что вы отказались увидеть себя в той истории. Вы отказались признать, что вы тоже в ней участвовали. Не как виноватый, а как человек, который что-то чувствовал, что-то терпел, что-то позволял. И вот это самое важное – не обвинить себя, а понять себя, потому что без этого невозможно двигаться дальше. Можно только бежать, а бег – это не свобода, это усталость. Постоянная тихая усталость внутри. Вы можете выглядеть нормально, вы можете даже казаться счастливым. Но внутри будет ощущение, что вы все время догоняете что-то, чего сами не понимаете. Потому что вы оставили там часть себя, той ситуации, от которой так спешили избавиться, и она не исчезла. Она осталась, и она ждет, когда вы наконец повернетесь к ней лицом, не чтобы страдать, а чтобы увидеть, признать, принять. Вы не обязаны жить в прошлом, но вы обязаны его уважить. Потому что эта часть вас не самая легкая, не самая красивая, но настоящая. И когда вы позволяете себе это увидеть, без страха, без попытки сразу починить, происходит очень тихая, но важная вещь. Вы перестаете воевать с собой. Вы перестаете делить себя на правильного и неправильного. Вы начинаете собирать себя обратно, и именно в этот момент появляется сила. Не та, которая заставляет вас улыбаться, когда больно, а та, которая дает вам право быть честным с собой. И тогда отпустить перестает быть насилием над собой. Это становится естественным процессом. Потому что вы уже все увидели. Вы уже все признали. Вам больше не нужно убегать. Вы больше не боитесь своей истории, потому что она перестает быть чем-то, что нужно скрыть. Она становится чем-то, что вы прожили. И это две разные вещи. Совершенно разные. И вот тогда вы действительно идете дальше, не убегая, не стирая, а забирая себя с собой полностью. Вы называете это скромностью. Вы говорите: «Я не хочу быть эгоистом. Я не люблю хвастаться. Я не такой человек, чтобы думать о себе слишком много». И звучит это правильно. Очень удобно звучит. Почти благородно. Но давайте честно. За этими словами чаще всего нет никакой скромности. Там есть пустота, там есть страх, там есть человек, который просто не знает, за что себя уважить. И поэтому он делает единственное, что умеет: обесценивать себя заранее, чтобы никто другой не сделал это больнее. Вы привыкли думать, что если вы не будете говорить о себе хорошо, вас будут любить больше, что если вы будете тихим, удобным, нормальным, вас примут. Но это не работает. Люди не начинают вас ценить, когда вы сами себя не цените. Они просто привыкают к этому. Привыкают, что вы всегда на втором месте, что с вами можно не считаться, что вы сами не считаете себя чем-то важным. И это становится нормой, вашей жизнью. Вы можете быть умным, сильным, глубоким. Но если внутри у вас нет ощущения собственной ценности, все это не имеет значения, потому что вы сами не даете этому веса, вы сами не разрешаете этому существовать. И тогда начинается очень странная жизнь. Вы все время ждете, что кто-то увидит вас, что кто-то скажет: «Ты важен, ты хороший, ты
ты достаточно. Вы живете как будто с протянутой рукой. Только не за деньгами, за признанием. И каждый раз, когда вы его получаете, становится легче. На минуту, на час, иногда на день. А потом все возвращается, потому что это не ваше чувство. Оно пришло извне и ушло вместе с человеком, который его дал. И вы снова остаетесь собой. С тем же самым внутренним ощущением «со мной что-то не так». И вот здесь важно понять одну вещь, очень простую и очень неприятную. Пока вы не начнете ценить себя сами, никто не сможет дать вам это чувство надолго. Никто. Ни отношения, ни работа, ни успех. Вы можете добиться многого, но внутри все равно будет эта дыра. Потому что вы строите все на чужом мнении о себе. А чужое мнение, оно нестабильно. Сегодня вас любят, завтра нет, сегодня вами восхищаются, завтра забывают. И если вы завязаны на этом, вы будете падать вместе с этим, снова и снова. Вы будете зависимы не от людей, от их оценки. И это одна из самых тяжелых зависимостей, потому что она выглядит нормально. Ее даже поощряют, вам говорят «старайся, докажи, будь лучше». Но вам не говорят главного, что пока вы не чувствуете свою ценность внутри, вы всегда будете пытаться заслужить ее снаружи. А это бесконечный процесс, без результата. Вы не можете наполниться тем, что вам не принадлежит. Это как пить воду, которая не утоляет жажду. Сначала кажется, что помогает, а потом становится еще хуже. И в какой-то момент вы устаете, сильно, потому что невозможно все время доказывать, что ты достоин существовать. Невозможно все время быть хорошим, чтобы тебя не отвергли. Это не жизнь, это постоянное напряжение. И вот здесь начинается настоящая работа. Не в том, чтобы стать лучше, а в том, чтобы наконец остановиться и спросить себя, а что я о себе думаю, если убрать всех остальных? Ни родителей, ни партнеров, ни друзей, а именно вы. И этот вопрос многих пугает. Потому что внутри тишина, или критика, или пустота, но это честно. И с этого можно начать, потому что самоценность – это не врожденное качество, это навык, который формируется медленно, иногда болезненно, но формируется, когда вы начинаете замечать себя, свои реакции, свои усилия, свои границы, когда вы перестаете обесценивать то, что для вас важно. Когда вы перестаете говорить себе «это ерунда», когда вы начинаете относиться к себе не как к проекту, а как к живому человеку. И в этот момент происходит сдвиг, очень тихий, почти незаметный. Вы перестаете нуждаться в постоянном подтверждении извне. Не потому, что вам все равно, а потому, что у вас уже есть опора внутри, и это совсем другое ощущение, спокойное, устойчивое, без лишнего шума. Вы не становитесь самоуверенным. Вы становитесь собой, и тогда мир вокруг начинает меняться, не потому, что он стал лучше, а потому, что вы перестали в нем терять себя. Вы говорите, что вам просто не повезло, не с тем человеком, не с той работой, не с теми обстоятельствами. И в это очень легко поверить, потому что тогда вам не нужно задавать себе сложные вопросы. Тогда все выглядит как случайность, как будто жизнь просто складывается против вас. Но если остановиться чуть дольше, чем обычно, и посмотреть честно, начинает вырисовываться одна и та же картина. Меняются лица, меняются места, меняются детали, но ощущение внутри одно и то же. Та же боль, то же разочарование, то же чувство, что вас снова не услышали, не выбрали, не оценили. И вот здесь происходит момент, от которого вы обычно уходите, потому что он неприятный, потому что он разрушает удобную версию реальности, в которой вы просто жертва обстоятельств. А правда в том, что вы участвуете в этом, неосознанно, тихо, но постоянно. Вы не выбираете боль напрямую. Никто не просыпается утром с мыслью «хочу снова страдать». Все происходит намного тоньше. Вы выбираете людей, рядом с которыми нужно заслуживать любовь. Вы остаетесь там, где вам плохо, дольше, чем стоит. Вы терпите то, что внутри давно вызывает протест, но не озвучиваете это. И каждый раз объясняете «ничего страшного». Потом станет лучше. Надо просто подождать. И вот это подождать становится вашей ловушкой. Потому что внутри уже все понятно. Но вы не верите себе. Вы сомневаетесь в своих ощущениях. Вам кажется, что вы преувеличиваете. Что, может быть, вы слишком чувствительны. Что, возможно, это нормально. И в этот момент вы предаете себя. Не громко. Не драматично. Очень спокойно. Вы просто не встаете на свою сторону. И тогда жизнь начинает повторяться снова и снова, потому что если вы не слышите себя, вы не можете себя защитить.
А если вы не защищаете себя, никто другой этого делать не будет. И тогда появляются одни и те же сценарии, где вы снова стараетесь больше, чем нужно, где вы снова даете больше, чем получаете, где вы снова надеетесь, что если вы будете достаточно хорошим, все изменится, но не меняется, потому что дело не в том, насколько вы стараетесь. Дело в том, что вы не считаете себя достаточно ценным, чтобы остановиться и сказать «со мной так нельзя», и пока этого нет, вы будете продолжать идти туда, где вас не выбирают. Потому что внутри есть убеждение «я должен заслужить». И это убеждение не дает вам увидеть простую вещь. Любовь, уважение, нормальные отношения – это не награда, это базовый уровень. Но если внутри вы этого не чувствуете, вы будете соглашаться на меньшее. И каждый раз объяснять это логикой, оправдывать, рационализировать, говорить себе, что все не так плохо. Хотя внутри уже давно тяжело. И вот здесь начинается повторение. Не потому, что жизнь жестока, а потому, что вы не меняете свое отношение к себе. Вы можете анализировать прошлое бесконечно, разбирать, кто что сказал, кто как поступил, но пока вы не увидите свою роль в этом, ничего не изменится. И это не про вину, это важно понять. Вы не виноваты в том, что с вами происходило. Но вы ответственны за то, что вы с этим делаете дальше. Ответственны за то, слушаете ли вы себя, за то, останавливаетесь ли вы там, где вам плохо, за то, выбираете ли вы себя или снова ждете, что вас выберут. И когда человек впервые это осознает, становится некомфортно, потому что исчезает иллюзия, что все зависит от внешнего мира. Но вместе с этим появляется что-то другое – контроль. Не над другими людьми, над своей жизнью. Потому что если вы видите, где вы себя теряете, вы можете это остановить. Не сразу, не идеально, но можете. И тогда сценарий начинает ломаться, медленно, иногда болезненно. Потому что привычка сильнее, привычка терпеть, ждать, надеяться. Но с каждым разом вы все быстрее замечаете момент, где раньше теряли себя. И в какой-то момент вы просто больше туда не идете. Не потому, что стали жестким, а потому, что наконец начали себя чувствовать и уважить это чувство. И тогда жизнь перестает повторяться. Не потому, что исчезли сложные люди или ситуации, а потому, что вы перестали в них оставаться. Вы привыкли думать, что сила – это когда вы не ломаетесь, когда вы держитесь, когда вы идете дальше, несмотря ни на что, когда вы не показываете, что вам больно. И вам кажется, что именно это делает вас взрослым, устойчивым, правильным, но внутри все совсем иначе, потому что в какой-то момент вы перестаете чувствовать, где вы настоящий. Вы становитесь функцией, человеком, который справляется, который выдерживает, который всегда нормально, и снаружи это выглядит достойно, на вас можно опереться, вы не создаете проблем. Вы не усложняете жизнь другим, но внутри накапливается усталость, тихая, глубокая, такая, которую невозможно объяснить словами. Потому что вы все время идете дальше, не останавливаясь, чтобы увидеть себя. Вы не даете себе права остановиться и сказать «это было тяжело, мне было больно, я не справился идеально». Вы сразу переходите к следующему шагу, как будто ничего не произошло, как будто это не имеет значения. И вот здесь вы теряете очень важную вещь – связь с собой. Потому что сила – это не движение вперед любой ценой. Сила – это способность остаться с собой в моменте, который был для вас сложным, посмотреть на него честно, без попытки приукрасить, без попытки обесценить, просто увидеть. Вы не обязаны быть идеальным, вы не обязаны справляться красиво, вы не обязаны выходить из каждой ситуации победителем. Это иллюзия, и она разрушает вас. Потому что каждый раз, когда вы не соответствуете этому образу, вы начинаете обесценивать себя. Вы говорите себе «я мог лучше», «я должен был иначе», «я слабый». И в этот момент вы не поддерживаете себя. Вы становитесь своим самым жестким критиком, тем самым голосом, который не дает вам ни секунды покоя. И вы живете с этим голосом годами, привыкаете к нему. Даже не замечаете, как он разрушает вас изнутри. Но есть другая возможность, очень простая и очень непривычная, остановиться и сказать себе «я сделал все, что мог в тот момент». Не идеально, не без ошибок, но по-настоящему. И это не оправдание, это признание. Признание того, что вы живой человек со своими ограничениями, со своими чувствами, со своим опытом. И в этом признании появляется уважение.
тихое, без громких слов, без показной уверенности. Просто внутреннее ощущение, что вы не против себя. И это меняет все. Потому что, когда вы начинаете относиться к себе с уважением, вам больше не нужно доказывать свою силу. Вы перестаете играть роль, перестаете быть тем, кем нужно быть. Вы начинаете быть тем, кто вы есть. И в этом есть настоящая устойчивость. Не та, которая строится на напряжении, а та, которая идет изнутри. Когда вы знаете, я справлюсь, не потому что я идеальный, а потому что я не оставлю себя. Даже если будет трудно, даже если будет больно, вы останетесь на своей стороне, и тогда даже ошибки перестают быть разрушительными. Они становятся частью опыта. Чем-то, что можно увидеть, понять и отпустить, без самоуничтожения, без стыда, без внутреннего давления. И это дает вам свободу. Свободу быть несовершенным, свободу пробовать, свободу ошибаться. И не терять себя в этом, потому что вы больше не измеряете свою ценность результатом. Вы не оцениваете себя только через успех или неудачу. Вы начинаете видеть себя шире, глубже, честнее. И в какой-то момент вы замечаете, что внутри стало тише, меньше напряжения, меньше борьбы, потому что вы перестали воевать с собой, вы перестали требовать от себя невозможного. И начали видеть реальность, такой, какая она есть, и себя в ней, настоящего, не идеального, но живого, и этого достаточно. Вы все время ждете разрешения. Это происходит тихо, почти незаметно, но это управляет вашей жизнью сильнее, чем вы думаете. Вы ждете, что кто-то скажет вам, что с вами все в порядке, что вы имеете право чувствовать так, как чувствуете, что вы имеете право не соглашаться, что вы имеете право уйти, отказаться, выбрать себя, и пока этого разрешения нет, вы замираете. Вы откладываете решение, вы терпите, вы подстраиваетесь, потому что внутри есть ощущение, что вы как будто не до конца имеете право на себя, как будто ваша жизнь требует подтверждения, одобрения, чьего-то взгляда со стороны, который скажет «да, теперь можно». И вы живете в этом состоянии годами. Сначала это кажется нормальным, потому что вас этому научили с детства. Когда вам объясняли, как правильно себя вести, как нужно реагировать, как нужно чувствовать, что хорошо, а что плохо, и постепенно вы привыкаете ориентироваться не на себя, а на внешний мир, на реакцию, на оценку, на одобрение. И в какой-то момент вы теряете простую вещь, способность доверять себе. Вы перестаете понимать, где ваше «хочу», а где «надо». Вы начинаете сомневаться даже в самых простых ощущениях. Вам плохо, но вы думаете, что, может быть, вы преувеличиваете. Вам некомфортно, но вы убеждаете себя, что это нормально. Вы хотите уйти, но остаетесь, потому что так правильно. И вот это правильно становится вашей клеткой, потому что в нем нет вас. В нем есть только ожидания, чужие правила, чужие границы, чужие представления о том, каким вы должны быть. И вы стараетесь соответствовать, становитесь удобным, предсказуемым, понятным для других. Но чем больше вы соответствуете, тем меньше вы чувствуете себя. И однажды приходит момент, когда вы смотрите на свою жизнь и не понимаете, где в ней вы. Все вроде бы правильно, все логично. Но внутри нет ощущения, что это ваша жизнь. И это очень тяжелое чувство, потому что оно не связано с конкретной проблемой. Его нельзя быстро исправить, оно про отсутствие себя. И вот здесь важно остановиться и задать себе вопрос, который может изменить все. А кто должен дать мне разрешение жить так, как я чувствую? И ответ, который приходит, сначала пугает. Потому что он очень простой. Никто не придет и не скажет вам, что теперь можно. Никто не даст вам гарантии, что вы все делаете правильно. Никто не возьмет на себя ответственность за вашу жизнь. И в этом есть страх, потому что исчезает опора на внешний мир. Но вместе с этим появляется что-то другое. Свобода, не громкая, не легкая, но настоящая. Потому что в этот момент вы понимаете, если я сам себе не разрешу, этого не случится никогда. И тогда вы впервые сталкиваетесь с собой, не с ролью, не с образом, а с настоящими желаниями, которые вы так долго откладывали. И это не всегда красиво, не всегда удобно. Иногда это разрушает привычную картину жизни. Иногда это приводит к конфликтам, к непониманию, к разочарованию со стороны других. Но это единственный путь, где вы не теряете себя. Потому что каждый раз, когда вы выбираете себя, даже в мелочах что-то внутри становится крепче.
Вы начинаете чувствовать опору, не внешнюю, внутреннюю. И это ощущение невозможно подделать. Его нельзя получить от других. Оно появляется только тогда, когда вы перестанете ждать разрешения. И начинаете действовать, исходя из себя. Не идеально, не без ошибок, но честно. И постепенно вы замечаете, что страх уменьшается. Не потому, что все стало безопасным, а потому, что вы перестали зависеть от чужого одобрения. Вы больше не спрашиваете мир, можно ли мне быть собой. Вы просто начинаете быть, и в этом есть очень тихая, но глубокая сила, которая не требует доказательств, не требует подтверждений. Она просто есть, потому что вы, наконец, разрешили себе жить. Вы говорите, что двигаетесь дальше. Вы убеждаете себя, что все осталось позади. Что вы сделали выводы, пережили, отпустили, и внешне это действительно выглядит так, вы продолжаете жить, работаете. Общаетесь, строите планы, но если прислушаться к себе чуть внимательнее, внутри нет движения, есть пустота, тихая, вязкая, необъяснимая. Как будто что-то важное осталось позади, но вы не можете понять, что именно. И вы начинаете заполнить это чем угодно, людьми, делами, новыми целями. Вы добавляете в жизнь все больше активности, но это не дает ощущения наполненности, потому что проблема не в том, что в вашей жизни мало чего-то. Проблема в том, что в ней нет вас. Вы ушли вперед, но не забрали себя с собой. Вы оставили свои чувства, свои реакции, свое внутреннее состояние там, где вам было сложно, потому что решили, что проще не чувствовать, проще не возвращаться. Проще сделать вид, что это уже не имеет значения. И это действительно проще, на короткое время, потому что боль уходит, но вместе с ней уходит и что-то еще, чувствительность. Глубина. Способность по-настоящему проживать жизнь. Вы становитесь ровным, стабильным, но внутри нет жизни, нет искры, нет того ощущения, когда вы действительно чувствуете себя. И вы начинаете искать причину снаружи. Думаете, что вам просто не хватает мотивации, или правильных целей, или подходящих людей рядом. Но дело не в этом. Дело в том, что вы отказались от части себя, которая чувствует. Вы решили, что чтобы двигаться дальше, нужно стать менее чувствительным, менее вовлеченным. И это решение постепенно делает вашу жизнь плоской, без резких падений, но и без настоящих подъемов. Вы больше не страдаете так сильно, но и не радуетесь по-настоящему. Все становится нейтральным. И сначала это кажется спокойствием, но потом вы начинаете понимать, что это не спокойствие, это отсутствие вас в собственной жизни. Потому что движение вперед – это не просто смена обстоятельств, это внутренний процесс, где вы проживаете, осознаете, принимаете, где вы не убегаете от себя, а идете вместе с собой. Со всем, что внутри, даже с тем, что неприятно, даже с тем, что хотелось бы забыть. Потому что именно там находится энергия, настоящая, живая, та, которая дает вам ощущение смысла. И когда вы это обрезаете, вы обрезаете источник жизни внутри себя. И тогда появляется это состояние, которое многие называют усталостью. Но это не усталость, это пустота. Потому что вы все делаете правильно, но не чувствуете ничего. И в какой-то момент вы начинаете задавать себе вопрос: почему я ничего не чувствую? И ответ очень простой. Потому что вы сами перестали себе это позволять. Вы решили, что чувствовать – это опасно, что это мешает, что это делает вас слабым. И вы закрыли эту часть аккуратно, постепенно, почти незаметно. И теперь вы живете без нее, но без нее нет жизни. Есть только существование, функционирование, движение по инерции. И чтобы это изменить, не нужно искать что-то новое, не нужно срочно менять жизнь. Нужно вернуться к себе, к тем чувствам, которые вы так долго игнорировали, к тем моментам, которые вы не прожили, к тем переживаниям, которые вы решили перепрыгнуть. Это не быстрый процесс. Это не всегда приятно, но именно там находится выход. Потому что как только вы начинаете снова чувствовать, возвращается жизнь. Не сразу, не ярко, но постепенно. Появляется глубина, появляется отклик внутри. Появляется ощущение, что вы снова здесь, в своей жизни, не рядом, не наблюдателем, а участником. И тогда движение вперед перестает быть пустым, оно становится настоящим. Потому что в нем есть вы. Вы все время ищете момент, когда станет легче, когда обстоятельства сложатся правильно, когда люди вокруг начнут вести себя иначе. Когда исчезнет напряжение, неопределенность, страх.
И вам кажется, что именно тогда вы, наконец, сможете почувствовать себя спокойно, цельно, уверенно. Вы откладываете это состояние на потом. Как будто оно зависит от того, что происходит снаружи. Но проходит время, и вы начинаете замечать одну странную вещь. Обстоятельства меняются. Люди приходят и уходят. Ситуации заканчиваются. Но внутри ощущение остается тем же. Та же тревога, та же неуверенность, та же привычка сомневаться в себе. И тогда возникает ощущение, что проблема глубже, что дело не в том, что происходит, а в том, как вы внутри себя к этому относитесь. И здесь появляется очень важный момент, который многие стараются не замечать, потому что он требует честности. Вы не на своей стороне. Не сложные моменты. Не тогда, когда вам больно. Не тогда, когда вы растеряны. Вы сразу начинаете искать, где вы сделали что-то не так, где вы могли бы быть лучше, где вы могли бы избежать этого. Вы становитесь против себя. Вместо того, чтобы поддержать, вы критикуете. Вместо того, чтобы понять, вы давите. Вместо того, чтобы признать свои чувства, вы пытаетесь их исправить. И это происходит автоматически. Вы даже не замечаете, как это делаете, потому что вы к этому привыкли. Так с вами когда-то разговаривали, так вас учили, что нужно быть сильным, что нужно держаться, что нужно не раскисать, и вы перенесли это внутрь. Теперь этот голос живет в вас. Он оценивает, контролирует, не дает вам остановиться, и вы живете в постоянном внутреннем напряжении. Даже когда внешне все спокойно, потому что внутри нет опоры, нет ощущения, что вы на своей стороне, а без того невозможно чувствовать устойчивость, невозможно чувствовать безопасность. Даже если вокруг все идеально, потому что безопасность – это не про внешний мир, это про внутреннее состояние, про то, как вы относитесь к себе, когда становится трудно. Если в тот момент вы не поддерживаете себя, вы остаетесь один, даже если вокруг есть люди, и это одиночество самое тяжелое, потому что оно внутри, и оно не исчезает от общения, работы или занятости. Оно исчезает только в одном случае, когда вы начинаете менять свое отношение к себе. Не резко, не искусственно, а постепенно, через маленькие вещи. Когда вы замечаете, что вам тяжело, и не игнорируете это. Когда вы позволяете себе чувствовать без осуждения, когда вы не торопитесь исправить свое состояние, а даете себе время. И это кажется простым. Но на практике это очень непривычно, потому что раньше вы всегда действовали иначе. Вы спешили, вы давили на себя, вы требовали результата, а теперь вы учитесь быть с собой. И в этом появляется новая пора, тихая, незаметная, но очень устойчивая. Вы начинаете чувствовать, что даже если что-то идет не так, вы не разрушитесь, потому что вы не против себя, вы с собой. И это меняет все, потому что внешние обстоятельства перестают иметь такую власть. Они больше не определяют ваше состояние полностью, они влияют, но не управляют. Потому что внутри появляется точка, на которую можно опереться. И эта точка вы сами, не идеальный, не всегда уверенный, но живый, чувствующий и готовый быть на своей стороне. И именно с этого начинается настоящее изменение. Не с внешних действий, не с решений, а с этого внутреннего выбора. Быть с собой, даже когда сложно, даже когда непонятно. Даже когда хочется снова вернуться к старым привычкам. Потому что именно в этом выборе формируется новая жизнь. Не сразу, не резко, но по-настоящему, изнутри. И однажды наступает момент, когда вы больше не хотите быть сильным любой ценой. Не хотите снова терпеть, не хотите снова молчать, не хотите снова оставлять себя где-то позади. И в этот момент у вас появляется выбор. Продолжать жить так, как привыкли, или впервые выбрать себя, без объяснений, без оправданий, без страха. И если вы сейчас чувствуете внутри хоть малейший отклик, значит вы уже знаете ответ. Вопрос только в одном: сделаете ли вы этот выбор или снова отложите свою жизнь на потом.